Шишига для души. С таким и застревать не страшно. Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу небольшой обзор про интересную ГАЗ-66. Ну а в конце видео мой друг Леха покажет вам и расскажет, как установить на стоковый ГАЗ-66 большие широченные арочные колеса. Ну а для начала кратко о том, что это за автомобиль ГАЗ-66. Советский грузовой автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4х4, грузоподъемностью 2 тонны и кабиной над двигателем. Разработан и выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1964 года по 1999 год. ГАЗ-66 использовался как в народном хозяйстве, так и в вооруженных силах. Важная особенность этого автомобиля – сбалансированное расположение центра тяжести, практически равная нагрузка на переднюю и заднюю ось и компактность за счет кабины над двигателем, благодаря чему автомобиль широко использовался в десантных войсках. Однако расположение кабины непосредственно над колесами оказалось опасно для экипажа в случае подрыва на мину. ГАЗ-66 оснащался 8-цилиндровым двигателем с рабочим объемом 4,2 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Оснащался раздаточной коробкой с возможностью отключения переднего моста. Модификаций ГАЗ-66 было очень много. Бортовой, с кабиной или в народе с кунгом. Использовался для перевозки личного состава, медицинских пунктов, ДДА-66, Р-125, Р-142, командно-штабные машины, самосвалы, автобусы. В общем, все, что можно было на этой базе установить, устанавливали. В нашем случае шишига для души, для рыбалки, охоты и просто отдыха на природе. А мы, пользуясь моментом, присутствуя на экспедиции «Забытый берег», снимем небольшой обзор про ГАЗ-66. Теперь можно всем там ехать. Я думал, выхода нет, блядь, пиво мешает. Двигатель здесь тоже стоит дизельный, по-моему, 4,5 литра, рядная четверка. Вот, от трактора. Кабина чуть-чуть приподнята, для того, чтобы мотор поставить, он побольше, чем родной. И, в принципе, водитель говорит, что крейсерская скорость 70 км в час. Мосты шишиговские здесь, рама шишиговская, коробка от Зила 131, раздатка от Урала. Вот колеса от трактора Т-150. Вот это он пошатнулся. Этот автомобиль изначально был бортовым, и потом уже со временем хозяин установил на него кунг и оборудовал его под себя. Давайте посмотрим. Деревянная лесенка у тебя здесь спрятана, да? У меня есть железная, но она тяжелая, поэтому я все-таки... Пусть она не очень удобная, но блин, там лучше. Она легче. А у нас сбоку не залезаем. Спальник уже улетел. Смотри, залазь, я просто покажу, как сделал. Вот это вот стол. Вот, сейчас он стоит просто в нижнем положении. Если его поставить в верхнее положение, здесь между ними вот этот вот стол. Вот, когда ложится спать, его вот так вот берешь, отпускаешь, раскладываешь, грубо говоря, в полную херню. И вот эти вот боковые валики, два ложатся. Получается, они у тебя съемные, да? Они съемные, да. Положил. Получается все, две большие кровати, большая кровать. Красота. И просто. печка, выдув, идет под вниз, то есть у тебя снизу греется. А печка у тебя... Автономка планаровская стоит раз и приготовить пожрать два. Ага. Она электрическая получается или? Да. Электрическая?
второй аккумулятор кунговский стоит. Второй аккумулятор с кунговым. Подкова. Была присобачил. Музыка здесь встроена, да? Да? Все. У меня просто Магнитола там. питание сейчас включил кунга. Сейчас пока еду, подзаряжаю аккумулятор кунговский, потому что он всю ночь работал. Единственное, вот что я минус сделал, да, стол нужно было делать не из бакелитовой фанеры, а из ДСПшки простой, тяжелый. Его, у меня тут две ручки сделаны. Покажу. Одна вот так и вторая, чтобы его поднимать, переставлять вверх-вниз и тому подобное. Блядь, тяжелый из бакелитовой фанеры. Понятно. У тебя здесь вот цепляется, да? А, вот эти Да, эти штучки. простые эти самые цепляются. Его переставляешь и... Блин, ну И здорово. вот опора стоит, которая поддерживает. И здесь плюс еще утеплитель у тебя там где-то, да? Между этими. Сейчас покажу, что. А, это подсветка. Не, это подсветка, да. Ну да. А между этим ДСП там утеплитель какой-то есть? Значит, сам кунг, он термокунг. Он уже идет с уже утепления. А это я просто обшил, ну потому что она весь ободранный, разодранный. Ну, понятно. С одной стороны, люди говорят, что типа она химией склеена, типа. Ну вот я запаха не чувствую. Я же не годами жить в этом кунге. Да, конечно. Переночевать 2-3 ночи и все, блин. А под этими, под сидушками я как раз все эти карманы сделал. Для кухни, для шмурдяка, для всякого. Палатка там и все остальное, на всякий случай. Вот мы когда выезжаем, в основном у меня дети здесь ложатся спать. Ну вот мы сегодня ночевали, да? Две мамы и два маленьких ребенка здесь ночевали. Что я с ними буду толкаться? Я пошел, блин, спокойно там палатку вытащил, блядь, отдельно в палатке себе надул. Где даже можно вот так вот ложиться. Ну, можно и так. А дети, когда спят, они это самое. Ну да, там. Они сегодня с утра проснулись, одна вот так по диагонали лежит, вторая вот так вот в ногах. Я прям нагрел, в кунге оделся, короче. Ты же сам печку варил. Это я сам варил, да. В кунге оделся, короче говоря, блин. Отнырялся, вылез замерзшим, в кунге опять натопил, в кунге разделся, все. Блин, прикольно. Вот такая вот пушечка. Небольшой, короче, обзор у нас про ГАЗ-66. Милые наши родину, ой-ой-ой, 66 ой-ой-ой, опа. Опа. Вдоль по баму, по яму, по колдобинам и ямам расшибает свою раму наш грузовичок. Всем поля осточертели, мы плетемся еле-еле, но машина тут, конечно, ни при чем. По шоссейке шпарит ловко, громыхает по грунтовке от весновки до зимовки в слякоть, стужу зной. Милый наш родной, а 66-й, ой. Я связался с другом, с Лехой, с тезкой. Вот, и он согласился отснять видео про то, как устанавливают на свою шишигу большие, широкие, арочные... Блять, муха ебаная. И он согласился... Шла нахуй, блядь. И он... Блядь, ты сука. И он согласился отснять видео, как устанавливают на свою шишигу широченные арочные колеса. Давайте посмотрим. Леха, привет. Слушай, вот снимаю тебе видео. Добрался до колес, короче, добрался до дома, вот снимаю. В планах поставить вот на ГАЗ-66 колеса. Одно уже поставил. У меня колеса тут двух видов. Получается вот такая модель. Вообще новое колесо. Ширина 700, 1140 на 700. Модель Я-170А. И вот это будут передние колеса. Высота также получается 1140 на 600. Модель Я-187. Колеса были подготовлены под ступицу ЗИЛ. ЗИЛ 131. Но стояли они на автомобиле ИФА. Короче, я так понял, ступица одна и та же на ИФе. На полноприводной. У меня полностью есть комплект 4 колес на 700, все 4. Но, как ребята говорили из практики, что вперед лучше ставить поуже, на 600. Вот не знаю, что получится, но в принципе есть полный комплект, 4 колеса вот таких на 700. Вот так вот происходит переделка ступицы ЗИЛовской под ГАЗ-66
Сначала ввариваю сюда, получается, центр, вот такую вот шайбу, то есть переходную. Она прям ровно за подлицо встает. Зажимаю ее болтами и делаю провар по кругу, полностью провар с двух сторон. Зачищаю и потом делаю центр, отбиваю центр и делаю уже сверловку. То есть сверловку делаю коническим сверлом. Вот такое вот сверлышко. Вот таким сверлом оно все вообще идеально все сверлит. В общем, провариваю все полуавтоматом. То есть на большом токе пустот вообще нету. Единственный момент, только что думал, что по сварке сверлить плохо будет. Получается, потому что вот эта сверловка, она прям в центр между шайбой и диском. То есть между двух этих. Прям по сварке, получается, она сверлит. Ну, в принципе, сверлит неплохо. Вообще, зажимаю в тихоходную дрель и на самых малых оборотах с маслом сверлю. Одно колесо уже установил. Сейчас пойдем покажу, как оно смотрится на 66-м. Вот он, мой ГАЗ-66. Пушка моя. Скоро будет на вездеходовских колесах. На всех 4 одно уже есть. Вот сейчас покажу, как это выглядит со стороны. То есть сравним с родным. Вот видите, родное и вот это вот. Просто широченное колесо. Широченное. Выступ, видите, какой, насколько выступает. То есть по сравнению с родным вообще вот так получается. Единственный момент, пришлось пилить кунг, немножко вырезать его, но больше резать его не буду. Если не буду проходить по размерам, буду добавлять рессоры, поднимать уже трансмиссии буду. То есть в принципе раскачка небольшая, я думаю, что задевать не будет. Пришлось тут пилить сантиметров по 5, чтобы колесо встало. В родное место колесо не встает, если не пилить. Ступица получилась вот так вот. Вот видите, зиловские отверстия остались и мои, но отверстия не совпали. То есть открытых, чтобы открылись, вот рядышком, видите, получается эта гайка. Вот с этим отверстием там хорошее расстояние. Эта вот гайка широкая перекрывает как бы все они. Вот так вот получилось, чтобы центра не резать полностью, не переваривать весь диск, чтобы не пришлось заново все центровать. Вот решил сделать вот попроще немножко, варить центра и заново нарезать сверловку, разметить и засверлить сверловку. Ну вот так вот в общем получилось. Человек, который ездил на ифе, на этих колесах, говорил, что ездил на давлении 0,25, что этого давления было достаточно. Думаю, что на 66-м вообще, если 0,25 накачать, оно вообще даже ни чуть-чуть не прогнется. Но вот сейчас колесо вот как раз таким давлением 0,25, домкрат опущен, оно вообще, то есть прям прожато вообще минимально. Так, у 66-го у нас тут запилен мотор пазовский. Так, пазовский мотор стоит, немного форсированный. Ну как форсированный, он то есть помощнее, чем родной газовский. И на самом деле это прям едет намного веселее. Потому что после обычного мотора, кто ездит на этом 66-м, брови опускают вниз потом. Нулевик вставил тут. Ну это так, а делать нефиг. Кстати, еще момент. По передним колесам вынос идет, то, что без переделки. Тут без переделки трансмиссии при вывороте за эти вот тяги, за рессоры и за тягу рулевую. И тут тоже цеплять не будет при полном вывороте, потому что вынос идет наружу. То есть у этих ободов в 3 раза шире, ширина выходит наружу. То есть она выходит наружу, не вовнутрь. По трансмиссии, конечно, это очень плохо, что на кулаки будет, на рулевые. Ну ничего, это все-таки игрушка. То есть это не деловая машина, это так, для развлечений. Можно и менять эти кулаки. Посмотрим, что получится. Доделаю, скину, Лех, тебе видео полное на всех 4 колесах. Интересно будет, как она поедет по колее.
Интересно, как она поедет по болоту. Короче, жди полное видео чуть-чуть попозже. Спасибо, Леха, за подробную инструкцию по установке колес. Надеюсь, она кому-нибудь будет очень полезная. Да, кстати, ребята, обязательно посмотрите видео про Борисовскую утопию. Там я мельком отснял Mitsubishi, тоже на больших колесах от Т-150, на раме от ГАЗа-66 и на дизельном двигателе. Просто нереальная пушка получилась. Поэтому все, кому интересно, переходите и смотрите. Ну что, подведем итог. ГАЗ-66 в наше время очень популярный грузовик для бездорожья. Для него уже придумано много всяких переделок. Люди даже автодома на его базе строят. Он во многом поддается переделкам, поэтому он заслуженно получает лайк. Ну а на этом мы заканчиваем. Подписывайся обязательно на наш канал, ставь лайки, пишите комментарии, что вы думаете о ГАЗ-66. Приходилось ли вам на них ездить, какие вы эмоции получили. И всем пока!